Добрый день, друзья! С вами снова Гитландия и я, Сальвия Özgür. Сегодня 1 августа, и мы снимаем обзор цистерны базилики после ее долгой реставрации. Мы очень долго ждали этого момента и, конечно, были очень рады открытию, да еще какому, просто грандиозная реставрация. Сегодня мы вам покажем, что теперь можно увидеть в знаменитой и самой большой цистерне Константинополя, Стамбула. Ну что, давайте попробуем пройтись вместе, увидим, что нового и интересного теперь можно увидеть в цистерне базилика. Мне очень понравились скульптуры, и мы еще увидим инсталляции, которые будут повсюду здесь находиться. И по дороге как раз немного расскажу историю, напомню историю этой знаменитой цистерны. Цистерна сама просто огромных размеров, в длину 140 метров, в ширину 70 метров, и высота от пола до верхней точки потолка 12 метров. То есть мы находимся действительно на очень большой глубине под городом. Над нами трамвай, над нами отели, рестораны. Вот. А все это вот скрыто под землей в этой замечательной цистерне. Дата строительства 532 год, период правления императора Юстиниана. В эту цистерну были свезены колонны из древних заброшенных языческих храмов, поэтому все колонны разные мы увидим. Вот, например, вот эти колонны не совсем обычные. Внутри находится обычная мраморная колонна, но под давлением верхних пластов колонны потрескались. И в османскую эпоху их завернули в такую бетонную рубашку, так называемую. Поэтому то, что снаружи, это чуть позже для спасения, для реставрации колонны было применено. Начинается шоу. Я даже сама не знаю, что это будет. Звуки, лазерное шоу, спецэффекты отныне в цистерне базилика. Сейчас в 12 часов мы застали первое лазерное шоу, очень яркое, очень современное. Всех ждем, кто еще не был, не буду раскрывать секрета, что там показывается. А вообще, конечно, прекрасное место для концертов, которые, надеемся, возобновляться в кратчайшее время. И съемок фильмов. Здесь уже сняли два самых знаменитых фильма в истории на сегодняшний момент. Это в 1964 году фильм «Из России с любовью». Шон Коннери сыграл Джеймса Бонда. И второй, более современный фильм – это по роману Дэна Брауна «Инферно». И тоже мистический, загадочный такой вот получился фильм. Поэтому место подходящее для самых необычных, загадочных съемок и концертов. Ну что, расскажу про медузу, откуда она тут взялась, что она обозначает. Версий много. Медуза – это медуза Горгона, самая красивая из сестер Горгон по имени Медуза, которую богиня Афина, приревновав к ее красоте, превратила в такую страшного монстра, у которой вместо волос были змеи, и все, кто на нее смотрел, просто превращались сразу в камень. И, конечно же, она уходит от того, что людская ненависть к ней повышается, уходит в пещеру, живет уединенно, пока ее не находит Персей и
должен ее убить. Убивает он ее при помощи зеркального щита, для того, чтобы не пострадать, не быть превращенным в камень. Глядя в этот зеркальный щит, убивает голову Медузы Горгоны. Но и после этого она продолжает жить, поэтому он показывает ей собственное отражение, и она превращается в камень. И вот дальше начинается много таких продолжений этой истории, что на всякий случай эту голову, чтобы она никогда не ожила, прячут в глубокое подземелье цистерны базилики, прижимают ее сверху поплотнее колонной, чтобы она никуда не сбежала. Ну, это, конечно, красивая версия, связанная с Медузой Горгоной. Есть и очень простая и понятная версия, что во время строительства этой цистерны использовали колонны, как я уже говорила, из разных старых языческих храмов. И некоторые колонны оказались короче, поэтому необходима была подставка. И наша Медуза, блок из языческого храма в городе Дидим, храм Аполлона, просто был использован как подставка, как пьедестал для того, чтобы колонна заняла нужное положение. И третья версия, это исследователи, ученые говорят, что не все так просто, это не просто подставка. Ее не случайно везли за 1000 километров с Эгейского моря, чтобы воткнуть сюда, в эту цистерну. У Медузы есть, у Горгоны есть еще одно свойство. Она защитница. На многих римских и древнегреческих саркофагах ее изображают в качестве защитницы для того, чтобы не разграбили этот саркофаг. Возможно, ее сюда поместили специально для того, чтобы она защищала город, находясь в воде, от микробов, от болезнетворных различных бактерий, спасала этот город. Поэтому не все так просто. Медуза Горгона – защитница Константинополя, и перевернули ее вниз головой по непонятным причинам. Возможно, чтобы показать, что язычество закончилось, пришло христианство. Возможно, просто над этим никто не задумывался и просто сложилось, как сложилось. Ведь все это было под водой, и никто не видел, как лежит Медуза, правильно или вверх ногами. Поэтому сегодня мы не знаем ответ, но знаем, что это самая яркая и красивая часть цистерны базилика. После огромной цистерны базилики, где нужно стоять в приличную очередь, мы с вами перешли в еще одну, совсем неприметную, скромную, но при этом очень красивую, изящную цистерну Феодосия, или же Шерефие называется эта цистерна. Императорская цистерна, которая старше, чем цистерна базилика, постройка IV века, времен императора Феодосия. И она была исключительно построена специально для пользования семьи императора и его ближайших окруженных. Поэтому в той цистерне, в которой мы были, это была народная цистерна, общественная для всех людей, а это только для самого императора. Поэтому здесь главное отличие, что все колонны это не собранные из каких-то старых заброшенных храмов. Это новый материал, новые колонны, специально для императора привезенные сюда. Самая вкусная, самая лучшая вода поставлялась сюда. На случай осады у императора был свой запас самой вкусной воды. Цистерна в 10 раз меньше, чем цистерна базилика. В ней всего 32 колонны и вместимость 6,5, меньше 6,5 тысяч кубических метров воды. Но при этом я ее тоже всем рекомендую. Почему? С детьми маленькими, с пожилыми людьми, с людьми, у которых может быть боязнь, клаустрофобии. Она подходит идеально. Она не такая большая, не такая страшная, и в ней проводится в начале каждого часа тоже замечательное лазерное шоу. Поэтому цистерны, главная гордость Константинополя, Стамбула, в самых разных местах, в самых разных вариациях всегда ждут вас, друзья.
Спасибо за просмотр нашего видео. Обязательно поставьте лайки, подпишитесь. Обещаем всегда следовать вашим запросам и пожеланиям относительно тоже новых видео. Что вам будет интересно, пишите в комментариях. И увидимся в следующий раз.